Всем здравствуйте, всем привет, меня зовут Илья, это канал Изучаем C++ вместе, и сегодня у нас уже 9-й урок, 9-й день по книге Сиддхарта Рау «Освой C++ за 21 день». Правда, справедливости ради надо сказать, что один день мы на один день дольше проходим, потому что 8-й листинг у нас получился в 2 урока, но в любом случае стараемся придерживаться графика, но как у нас получается, так и получается. Вот, если попали, значит, случайно на этот ролик и хотели бы изучить C++ или изучаете C++ и не смотрели еще предыдущие ролики, то, конечно же, вам нужно по ссылочке в описании перейти в плейлист и смотреть с того урока, с того момента, где вы остановились в своем обучении. Вот, а у нас сегодня начинается новая тема. Мы закончили первую часть книги на прошлом уроке, и с сегодняшнего дня у нас начинается объектно-ориентированное программирование на C++. Одно из самых важных тем, почему C++ такой прям замечательный. И на нашем 9-м занятии мы сегодня будем изучать классы и объекты. Собственно, пора начинать. Прожимайте лайк, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Ну и поехали к 9-му заданию. Да, этот урок, это занятие, получается, выложу в формате видео, а не в формате стримчанского. Просто, во-первых, ради интереса, просто хочется посмотреть, как будут поиски продвигаться, вот это вот все дела. Ну и второй момент, то, что время 4:30, а у меня только руки добрались до того, чтобы записать урок, поэтому стрим в 4:30 запускать, что-то как-то так. Вот, поэтому будет тоже в формате видео. Ладно, хорошо, поехали. Так, здесь выбираем 150, как обычно, и погнали. Занятие 9, классы и объекты. До сих пор мы имели дело со структурой простой программы, которая начинает выполнение с функции main, содержит локальные и глобальные переменные и константы и выполняет логику, сосредоточенную в функциях, которые могут получать параметры и возвращать значения. Наш стиль программирования до этого был процедурным, и пока что ни с чем объектно-ориентированным мы не сталкивались. Но наконец пришло время узнать об объектно-ориентированном программировании на C++. На этом занятии мы узнаем, что такое классы, как классы позволяют объединить данные с функциями, работающие с ними, конструкторы, копирующие конструкторы и деструкторы, что такое перемещающий конструктор, объектно-ориентированные концепции инкапсуляции и абстракции, что такое указатель this и что такое struct и в чем различие между struct и класс. Хорошо. Концепция классов и объектов. Предположим, вы пишете программу, моделирующую такого человека, как вы сами. У человека должны быть индивидуальные данные: имя, дата рождения, место рождения и пол. Информация, которая делает человека уникальным. Человек может выполнять определенные действия, например, говорить и представляться другим людям. Таким образом, человека можно моделировать так, как показано на рисунке 9.1. Общее представление человека — это его данные: пол, дата рождения, место рождения, имя и методы представляться, изучать программирование и так далее. Так, все, запись есть, микрофон работает, музыка играет. Так, просто для проверки. Чтобы смоделировать человека в программе, нужна конструкция, позволяющая группировать атрибуты, определяющие человека, данные и действия, которые он может выполнять, функции, используя доступные атрибуты. Эта конструкция называется классом. Класс. Объявление класса. При объявлении класса используется ключевое слово класс, за которым следует имя класса и блок, который заключает фигурные скобки набор атрибутов и функций членов, и который завершается с точкой с запятой. Объявление класса говорит компилятору о классе и его свойствах. Само по себе объявление класса никак не влияет на выполнение программы, поскольку класс следует использовать как и функцию. Само по себе объявление класса никак не влияет на выполнение программы, поскольку класс следует использовать, как и функцию следует вызывать. Моделирующий человека класс выглядит следующим образом. Пока что игнорируйте непонятные места в синтаксисе. Хорошо. Класс human открывается human, открывается тело, блок атрибуты данных string name, string date of birth, string place of birth, string gender pol, методы talk разговаривать, string text to talk и void introduce self. Необходимо сказать, что функция introduce self использует talk и некоторые из атрибутов данных, которые сгруппированы в конструкции класс human, но об этом нам сейчас все расскажут.
Таким образом, ключевое слово класс языка C++ представляет мощный способ способ создания собственного типа данных, который позволяет инкапсулировать атрибуты и функции для работы с ними. Все атрибуты класса, в данном случае name, data of birth, place of birth и gender, а также все объявленные в нем функции talk и introduce self называются членами класса, members of class, human. Члены класса human. Окей. Так. Членов... Да, окей, хорошо. Так. Инкапсуляция, encapsulation, представляет собой способ логического группирования данных и функций, которые их используют. Она является важнейшим свойством объектно-ориентированного программирования. Инкапсуляция представляет собой способ логического группирования данных и функций, которые она использует. Вы можете столкнуться с названием метод, method. Это по существу функция, являющаяся членами класса. В данной книге этот термин используется наряду с термином функция член класса. Ничего пока не понятно. Едем дальше. Объект как экземпляр класса. Класс похож на чертеж, и одно лишь его объявление не оказывает никакого влияния на выполнение программы. Реальный экземпляр класса, который можно использовать во время выполнения программы, это объект, object. Для использования возможностей класса обычно создается экземпляр этого класса, именуемый объектом и позволяющий получать доступ к его методам и атрибутам. Создание объекта класс Human подобно созданию экземпляра любого другого типа, скажем double. Double P равняется 3/14, Human First Man объект класса Human. В качестве альтернативы можно создать экземпляр класса Human динамически, используя оператор new, как и для любого другого типа, например, для типа int. Указатель на int points to num присваивается значение newInt, delete points to num. Динамическое создание int, освобождение памяти. Human. Указатель на human first woman присваивается new human, динамическое создание human, и удаляется first woman. Окей, то есть классы тоже можно создавать, как и динамически, так и еще и указатель использовать. Хорошо. Доступ к членам класса с использованием оператора точки. Рассмотрим человека по имени Адам, мужчину, родившегося в 1970 году в Алабаме. Экземпляр First Human — это объект класса Human, то есть экземпляр класса, который существует в действительности и может использоваться во время выполнения приложения. Human First Man — экземпляр класса объект Human. Как свидетельствует объявление класса, у объекта First Man есть атрибуты, которые такие как date of birth, к которым можно обратиться, используя оператор выбора поля или оператор точки. Оператор выбора поля или оператор точки. Dot оператор. Точка. First.date of birth присваиваем значение 1970 в кавычках. Хорошо. Дело в том, что атрибут date of birth принадлежит классу Human и является его элементом, как видно из объявления класса. Этот атрибут существует в действительности, то есть во время выполнения приложения, только когда этот атрибут существует в действительности, то есть во время выполнения приложения, только когда объект создан объект. Оператор точки позволяет обратиться к атрибутам объекта, а также к его методам, таким как introduce self. First man.introduce self. Оператор точки, как назывался оператор выбора поля? Оператор выбора поля. Точка — это оператор выбора, либо оператор выбора поля. В смысле, оператор точки. Точка — это оператор точки или оператор выбора поля. Вот так. Но оператор выбора поля звучит как будто бы поинтереснее. Но оператор точки. Хорошо. Так, если у вас есть указатель First Woman на экземпляр класса Human, то для доступа к его членам можно использовать, как описанный в следующем разделе, оператор указателя. Минус скобочка, да, так и оператор разыменования последующим оператором точки. Если у нас создается human, указатель на human first woman равен new human, то разыменовывая этот указатель при помощи точки мы можем обратиться к introduce self, да, то есть как-то так. Ну, нам бы код. Пока в тексте это все, конечно, прекрасно. Примечание. Здесь продолжает действовать наше соглашение об именовании. Имя класса и функции члены объявляются в стиле Pascal, например, introduce self. Атрибуты членов класса используют верблюжий стиль, например, date of birth. Создавая объект класса, мы объявляем переменную с типом класса,
Поэтому мы используем тот же верблюжий стиль, который использовали ранее для имени переменных, например, first man. Ничего не понимаю, вижу слово листинг, уже начинаю улыбаться. Хорошо, обращение к членам класса с использованием оператора указателя. Оператор указателя в виде стрелочки. Если объект был создан в динамической памяти с использованием оператора new, или если у вас есть указатель на готовый объект, то для доступа к его атрибутам и функциям можно использовать оператор указателя pointer operator. Значит, у нас указатель на human, first woman, new human, first woman, оператор указателя date of birth, присваиваем значение 1970, first woman, оператор указателя introduce myself, называем метод, и удаляем first woman через delete. Woman. Хорошо. Готовая для компиляции форма класса human с ключевым словом public представлена в листинге 9.1. Готовая для компиляции форма класса human. Так, окей. Поехали. Пока все читали, не очень-то как-то все это понятно, да, но поехали. Include и stream, все как обычно. В начале, далее подключаем директиву препроцессора string, чтобы могли писать мы с вами строки, и также using namespace std. На четвертой строке кода у нас func.ru. На четвертой строке кода у нас класс human. Мы объявляем класс human. Класс human, открываем тело его, и у меня вот в IDE-шке сразу же точка с запятой в конце поставилась. Хорошо. Так, поля доступа public, двоеточие в конце, public, хорошо. String name, поле нашего класса типа string name, далее int age. На 10 строке кода void introduce self. Наша функция. Сейчас напишем код, потом попробуем разобраться без анализа, что здесь вообще написано. Так, я плюс name пробелы мне, двоеточие. Так, вот так вот. Я плюс name, пробелы мне, out age, в скобочках лет, онлайн. Так, хорошо, закрылась. На 17 строке кода у нас int main, основная функция, без входных параметров. Соответственно, далее в теле нашего кода мы под комментарием пишем объект human, объект класса human с именем Адам. Хорошо. Создаем объект класса human, first man, и обращаемся через точку, через оператора точку или оператор, как там хорошее это слово было, оператор выбора поля. Через оператор выбора поля обращаемся к name и присваиваем ему имя Адам. Далее first man через оператора выбора поля или через оператор точки. Выбираем age и присваиваем значение 30. Хорошо. Так, есть такое на 24 строке кода. Опять же комментарий. Объект класса human с именем Ева, да? С именем If. Пивко невкусное. Сладкое. Так, ладно. Создаем объект класса human, называем его first woman.
First woman. First woman. И обращаемся опять же к нашим first woman через оператор точки или оператор выбора поля. Даем ей, присваиваем имя ей Ева. Ева, точка, запятой. И опять же обращаемся к нашему классу first woman через оператор точки. Хорошо засел в голову? Вот оператор выбора поля. Да? И указываем ее возраст 28. А что делал Адам 2 года? Неважно, ладно. Не без кавычек. Без кавычек. Хорошо. Далее на 29 строке кода мы нашего опять же first man вызываем introduce myself через оператор выбора поля. И first woman через оператор выбора поля также вызываем функцию introduce myself. На 31. Где return 0? Боже, нет, return 0. О май гад. Так, ладно, окей. Хорошо, написали, давайте смотреть, что мы здесь сделали. Во-первых, кстати, еще вот здесь вот, давайте добавим setlocale перед запуском, потому что у нас иначе не отобразятся наши символы кириллицы. Все, вот так вот сделаем, чтобы у нас совпадало по коду. Так, значит, вначале мы подключили директиву предпроцессора ESStream и include еще стрингов подключили директиву предпроцессора, чтобы наш name мы могли создавать. Соответственно, using namespace std хорошо. На 4 строке кода мы создали класс human. У этого класса human есть поля доступа, но о них чуть позже. Пока что это просто поле, да, public. В нем мы указываем, что у нашего класса human есть такое поле, как string name. То есть мы с вами понимаем, что это имя нашего human, сделано из стрингов, да, чтобы мы могли написать вот Адам и Ева. Соответственно, и еще у нас есть одно поле у нашего класса, которое имеет тип интовый и, соответственно, имеет возраст. Название age. Также в нашем публичном доступе нашего класса human есть функция void, которая ничего не возвращает, называется introduce self. Здесь просто как функцию мы ее создаем. И здесь же мы ее неописываемая. Забыл слово, что мы сделаем с функцией. В общем, реализуем функцию здесь же, в которой мы сначала выводим строчку в сяути я плюс наше имя, которое мы ввели, и мне возраст лет. Да, то есть вот вызов этой функции выведет я Адам и мне 28 лет. Вот, соответственно, функции main мы подключили setlocale, чтобы отображалась кириллица. После этого на 20 строке кода мы создали класс human, мы создали объект класса human firstman через, соответственно, поля вот эти, которые мы здесь создали, мы можем к ним обращаться, если у нас public. Пока ладно, не заморачивайтесь. В общем, через наш оператор точки или оператор выбора поля мы можем обращаться к нашему объекту класса, да, мы создаем объект класса, полям нашего класса name и вписываем сюда Adam в кавычках, потому что у нас тип string. Мы вписываем это в кавычках, чтобы у него было имя. Далее firstman через оператор точки, через оператор выбора поля. Из оператора выбора поля мы присваиваем значение 30, потому что у нас, соответственно, точка h это интовый age, и мы сюда как бы передаем 30-ку, и у нас запоминается вот этот вот наш first man. Соответственно, далее те же самые манипуляции, только с first woman создаем объект класса first, да? First. Я опять написал first. Я пишу, конечно, да. Столько ошибок я это есть такое. Делать ошибки — это мое призвание. Опечатки, не ошибки, опечатки. Вот, и соответственно, первую woman определили, дали имя Ева и присвоили ей возраст 28 лет. И на 29 строчке кода мы опять же через оператор выбора поля обращаемся к объекту класса. К объекту класса, правильно я говорю?
То есть firstman это объект класса human, да? Да, к объекту класса firstman, к объекту firstman класса human. Вот так вот, наверное, да? К объекту firstman класса human. Вот так вот, наверное, надо говорить. Тогда будет прям совсем хорошо. Firstman объект класса human. Да, точно, все. То есть мы обращаемся к объекту firstman класса human. Или мы обращаемся к объекту класса human, имеющий идентификатор firstman, но так долго говорить, поэтому мы обращаемся к объекту firstman класса human. Вот так хорошо. Вот так мне нравится. Окей. Соответственно, обращаемся к объекту класса firstman. И через оператор выбора поля, я к концу урока точно это запомню, к оператору выбора поля introduce self, здесь мы вызываем, соответственно, мы ожидаем увидеть на экране я, Адам, и мне, соответственно, 30 лет. Я только не понимаю, зачем тут плюс, чтобы просто в одной строке, наверное, это все было, чтобы не использовать еще вот это вот. Да, наверное, так. Так, окей. Ну и, соответственно, дальше видим информацию про Еву. Хорошо, сохранили. Собираем проект Ctrl-B, смотрим. Все без ошибочек, все хорошо, запускаем. Как и ожидали, я Адам, мне 30, я Ева, мне 28 лет. Прекрасно. То есть сделали, вывели прекрасненько. Давайте смотреть, что у нас пишет автор. В строках 4.15, продемонстрирован очень простой класс C++ Human. Рассмотрим структуру класса. Структура класса, все, что у нас в блоке класса, называется структурой класса. Рассмотрим структуру класса Human и его использование в функции main. Этот класс содержит два переменные члена. Вот они, два переменные члена. Одна типа string по имени name в строке 7, а другая тип int по имени h в строке 8. Два переменные члена. Переменная члена класса. Запомнили. Так, другая тип int в строке 8, а также функцию, именуемую также методом. Метод нашего класса, функция внутри класса называется методом. Метод это не функция уже, но это функция, но это метод нашего класса human. Запомнили. Introduce self в строках 10-14. 10-14 реализация, да, я вспомнил это слово, кстати. В 10-14. В строках 20 и 25. Ну, 27, 25, ладно, 20 и 25. В функции main создается два объекта класса human с именами firstman и firstwoman, соответственно. Следующие строки устанавливают значения переменных членов объектов firstman и firstwoman. Обратите внимание, как в строках 29 и 30 вызывается метод introduceSelf для этих двух объектов, что позволяет вывести, на 29 и 30, да, что позволяет вывести две разные строки. Вызывается метод. На 29 строке мы вызываем метод introduceSelf. Хорошо, запомнили. Программа демонстрирует, что объекты firstman и firstwoman являются различными, представителями абстрактного типа определенного класса human. Объекты являются различными, представителями абстрактного типа, определенного классом human. Вы обратили внимание на ключевое слово public в листинге. Пришло время изучить средства, предоставленные языком C++ для защиты атрибутов, которые ваш класс должен оставлять скрытым от тех, кто их использует. Хорошо, ключевые слова public и private. Информацию можно поделить как минимум на две категории. Ту, которую мы оставляем открытый public для тех, и ту, которую никто знать не должен, то есть закрытую private. Что за дела? Как читается? Private. Ну не приват точно, да? Скажи. Private, точно, private. Сам я private. Привет в комментариях. Private. Public и private. Например, утаивать пол или имя обычно не имеет смысла, в то время как мало кто захочет открывать свои доходы. Язык C++ позволяет объявить атрибуты и методы класса открытыми или закрытыми. Открытые члены класса могут использоваться кем угодно, обладающим объектом класса. Закрытые члены класса могут использоваться только внутри класса или друзьями класса. Ключевые слова C++ public, открытый и private, закрытый позволяет разработчику класса решать, какая часть класса может быть доступна извне, например, из функции main,
а какая нет. Какие преимущества дает возможность отмечать атрибуты и методы как закрытые? Рассмотрим объявление класса Human, игнорируя все, кроме переменной члена H. Human Private int H string name public int get H return H. Вот set H int human H. H равняется human H, другие члены объявления. Предположим, экземпляр класса Human называется Ева. А пользователь этого экземпляра, попытавшись получить доступ к возрасту Евы, следующим образом cout eva.h, ошибка компиляции, получит при компиляции ошибку примерно со следующим сообщением: error human 2 h cannot access private member declared in class human. Ну понятно. Ошибка human, нельзя обратиться к закрытому члену, объявленному в классе human. Единственный допустимый способ доступа к атрибуту H подразумевает обращение к открытому методу getH, предоставляемому классом human и реализованным разработчиком как корректный способ предоставления возраста. Точка. В смысле, двоеточие. cout и Ева, оператор выбора поля. Я точно запомню, я будет отскакивать прям не оператор точки, оператор выбора поля getH, то есть скобочки, окей, точка запятой. Если разработчик класса Human пожелает, он может реализовать get от getH так, чтобы Ева представлялась моложе, чем она есть на самом деле. Ох, какая! Другими словами, это значит, что язык C++ позволяет разработчику класса контролировать, какие атрибуты предоставлять и каким образом. Если бы класс Human не реализовывал открытый метод getH, то он фактически гарантировал бы невозможность обращения пользователя к атрибуту H вообще. Это средство может быть полезным в ситуациях, которые рассматриваются далее на этом занятии. Аналогично атрибуту human_age также не может быть присвоено аналогично значение атрибуту human_age также не может быть присвоено непосредственно Ева. Оператор выбора поля H присваивается значение 22 ошибки компиляции. Единственным доступным способом установки возраста является метод setH. Ева, выбор метода поля setH 22 в скобках. У этого подхода много преимуществ, такая реализация метода setH не делает ничего, кроме собственного присвоения значения переменной члена human_age, однако вы можете использовать метод setH для проверки устанавливаемого возраста. Не является ли он, например, нулевым или отрицательным. Класс human private int h public void setH int human_age. Если human_age больше нуля, h равняется human_age. Таким образом, язык C++ позволяет разработчику класса управлять возможностью обращения к атрибутам данных класса и работы с ними. Ну, окей, еще бы листинг какой-нибудь дали, было бы вообще здорово. Абстракция данных с помощью ключевого класса private позволяет разработчикам разрабатывать класс как контейнер, инкапсулирующий данные и работающий с ними. Позволяет разрабатывать класс как контейнер, инкапсулирующий. Слово такое. Инкапсуляция. Инкапсуляция в информатике процесс разделения элементов абстракции, определяющих ее структуру и поведение. Инкапсуляция предназначена для изоляции контрактных обязательств абстракции от их реализации. На практике это означает, что класс должен состоять из двух частей: интерфейса и реализации. Что такое инкапсуляция для чайников? Работаем. Сокрытие поведения объекта внутри него. Вот, инкапсуляция — это возможность сокрыть поведение объекта внутри него. Поэтому у нас и есть вот эти паблики и прайваты. Хорошо, понятно. Это уже, конечно, получше. Так, позволяя разрабатывать класс как контейнер, инкапсулирующий данные и работающий с ним методы язык C++, разрешает вам с помощью ключевого слова private решить, какая информация недоступна внешнему миру, то есть недоступна вне класса. В то же время с помощью методов, объявленных как public, у вас есть возможность предоставить контролируемый доступ даже к информации, объявленной закрытой. Таким образом, реализация вашего класса может абстрагировать информацию о членах, к которым внешний мир, другие классы и функции, такие как main, не должны иметь доступа. Возвращаясь к примеру с переменной членом human_age, являющийся закрытым членом, вы знаете, что в действительности многим людям не нравится разглашать свой истинный возраст. Если бы классу human понадобилось сообщить значение возраста, которое на 2 меньше, чем на самом деле,
то это легко позволило бы сделать открытая функция getAge, использующая параметр humanAge, но уменьшающая его на 2 и возвращающая соответствующий результат, как показано в листинге PV2. Что за враки? Так, хорошо, поехали. Так, мне бы какой-нибудь этот сделать, да? Заготовочку, так сказать. Так, InSpace это есть, это есть. На третьей строке кода у нас будет объявлен класс Human. Класс Human. Соответственно, внутри него на пятой строке кода секции Private. Секции Private через комментарий. Закрытые данные. Данные члены. Закрытые данные члены. IntAge. Являем IntAge здесь. Хорошо. На девятой строке кода у нас public секция открывается, и в ней мы метод пишем. Функция равно метод setAge, которая принимает параметром inputAge. И в теле нашего метода мы реализуем следующую логику. Мы присваиваем значение нашего класса age inputAge. Здорово. Так, и соответственно на 15 строке кода у нас комментарий типа человек лжет о своем возрасте. Человек лжет о своем возрасте, если ему за 30. В смысле, вот мне тоже почти за 30. Чем мне лгать об возрасте? Через месяц будет 31. Так. Int getAge get age. Еще один метод нашего класса getAge объявляем. И в его реализацию пишем следующее. Если наш age больше 30, в этом случае... Так, блок не нужен. Здесь просто return. Скобка age минус 2. В обратном же случае return нашего age. Хорошо, понятненько пока все. Так, на 27 строке кода, светлокейл вылез, на 27 строке кода мы объявляем переменную нашего класса human first man через оператор выбора поля. Через оператор выбора поля мы обращаемся к такому полю, как setAge, и передаем туда значение 35. То есть мы вписываем здесь, да, получается, ему 35 лет присваиваем. Далее мы объявляем еще один first woman. Объявляем объект класса human, даем ему идентификатор first woman. Также через метод, не через метод, а через оператор выбора поля мы обращаемся к нашему методу класса human, который называется setAge, и присваиваем туда значение 22, то есть делаем значение нашей first женщины 22. И, соответственно, далее мы выводим на экран информацию о том, что возраст нашего firstman у нас равняется, и здесь мы вызываем, опять же, через оператор выбора поля наш метод setAge, и пишем endline, а ниже мы getAge, вот. А ниже мы делаем то же самое, только уже с woman, с first woman getAge. Так, хорошо. Соответственно, давайте смотреть, что у нас здесь. Что мы здесь с вами понаписали, да? Ну и return 0, конечно же. Return 0. Return 0. Так. Создали мы, значит, класс human. В его private секции мы указали данные члены как age, закрытые данные члены, интовые данные age. В открытых в открытой секции нашего класса мы
Придумали метод whatSetAge, реализовали метод, который делает, значит, простое присвоение возраста, который мы будем передавать интовое. Далее, если и сделали функцию метод, создали метод класса human, который назвали getAge, который показывает нам возраст нашего human, соответственно, но сделали небольшую хитрую логику, что если наш возраст больше 30, то тогда мы отнимаем 2 года от нашего возраста. А если возраст, ну, соответственно, в обратном случае, в противном случае, если возраст меньше 30, то возвращает возраст какой есть. В функции main мы приписали settleCale, чтобы наш возраст, наша кириллица выводилась далее. Объявили объект класса human, назвали его firstman, идентификатор firstman. После этого обратились к нашему методу класса к нашему методу класса human, setAge через оператор выбора поля и присвоили значение 35 наш возраст нашему первому человеку, а нашей первой женщине мы присвоили 22 года. Соответственно, на 33 строке кода мы на консоли ожидаем увидеть, что возраст нашего ферстмена будет 33. Вот здесь будет выведено 33, потому что, так как ему 35, h-2 здесь будет у нас, выполняется вот это вот, этот вот метод, да. А возраст first woman выведется как 20. Вот. Поехали смотреть, все ли выпадет так, как мы предположили. Да, возраст firstman 33, возраст first woman First Woman 22. Все, хорошо, прекрасно, сработались. Анализ. Обратите внимание на открытый метод getAge в строке 16. Открытый метод getAge, открытый, потому что в паблик секции, getAge, ну, соответственно, потому что getAge. Так, поскольку фактический возраст, содержащийся в закрытой целочисленной переменной члене класса humanAge, вот здесь вот недоступен, недоступен непосредственно, единственным способом для внешнего пользователя, то есть как нам используя из функции main объекта класса human, обратиться к его атрибуту age является вызовом метода getAge. Таким образом, фактический возраст, содержащийся в переменной члене humanAge, абстрагируется от внешнего мира. Фактически наш класс human скрывает свой истинный возраст, и метод getAge в строках 16-22 возвращает уменьшенное значение возраста, если истинное значение больше 30. Хорошо. Абстракция abstraction представляет собой очень важную концепцию объектно-ориентированных языков. Она позволяет программистам решать, какие атрибуты класса должны оставаться известными только самому классу и его членам, но никому вовне, за исключением его друзей. Хорошо. Так, ну тут как бы все вроде бы понятно. Конструкторы. Конструктор это специальная функция или метод, вызываемая во время инстанцирования. Как много сегодня интересных слов. Инстанцирование. Так, инстанцирование создания экземпляра класса. Конструктор это специальная функция. Конструктор это специальная функция, вызываемая во время создания класса по-русски. Инстанцирование класса для создания объекта. Так же как и функции, конструкторы могут быть перегружены. Хорошо. Объявление и реализация конструктора. Конструктор это специальная функция, имя которой совпадает с именем класса и не имеет возвращаемого значения. Так у класса human есть конструктор, который объявляется следующим образом. Класс human, public human, скобки, двоеточие, объявление конструктора. Ага. Конструктор может быть реализован как в объявлении класса, так и вне объявления класса. Реализация определения в классе выглядит следующим образом. Класс human, public human, код конструктора. Вариант определения конструктора вне объявления класса выглядит следующим образом. Класс human, public human, точка запятой, определение конструктора, human, двоеточие human, код конструктора. Ага, ну то есть можно внутри класса определять конструктора, можно вне. Окей, понятно. Примечание оператор двоеточие, но две двоеточия, называется оператором разрешения области видимости. Scope Resolution Operator. Называется оператором разрешения области видимости. Оператор разрешения. Например, синтаксис human
Оператор разрешения области видимости date of birth относится к переменной date of birth, объявленной в пределах класса human. Синтаксис 2 двоеточие date of birth относится к другой переменной date of birth, объявленной в глобальной области видимости. Уф. Ну, то есть, если перед двумя двоеточиями стоит human, то это... Ой, обращаемся к human, да? И если нет, то к глобальной переменной. Понятно. Когда и как использовать конструкторы? Конструктор всегда вызывается при создании объекта, когда строится экземпляр класса. Это делает конструктор наилучшим местом для инициализации исходными значениями переменных членов класса, таких как целые числа, указатели и так далее. Вернемся к листингу 9.2. Обратите внимание, если бы вы забыли вызвать метод setAge, то целочисленная переменная humanAge содержала бы неизвестное случайное значение, поскольку эта переменная не была инициализирована. Посмотрите, что случится, если закомментировать строки 28 и 31. Так. Давайте посмотрим, что случится, если это дело закомментировать. Ну, мусор выведется. Очевидно. Там. Вывелся мусор. Так, и в листинге 3.9.3 приведена улучшенная версия класса Human, в которой переменная h инициализируется в конструкторе. Поехали. Поехали, пишем. Работаем. Камера, мотор. Так. Соответственно, это дело сопрем. Так, using namespace, бла-бла-бла, на 4 строке кода. Так, string. Нужен еще include string и объявить на 4 строке у нас так, using namespace, и на 4 у нас класс human. Я вообще думаю, можно даже вот так вот это дело скопировать и вот так вот сюда вставить. Так, хорошо. Так, поехали. Private секция. Private секции мы с вами. У нас будет имя нашего объекта класса, и в private секции будет его возраст int. На 10 строке кода у нас public секция, двоеточие. Вызываем конструктор human, вот так. Вызываем конструктор. Говорят нам, что это конструктор. Хорошо. Соответственно, блок нашего вот этого вот всего в конструкторе мы сразу же инициализируем значение нашего возраста нулем. И далее инициализация даже комментарий есть. Инициализация возраста. Инициализация возраста. Конструирование объекта human. Конструирование да. Human. Inline. Хорошо, но это просто, чтобы мы видели, что конструктор отработал. Так, далее у нас на 17 строке кода метод setName. setName метод, в который мы передаем значение типа string human name, где мы, соответственно, наш name присваиваем human name. Так, хорошо. На 22 строке кода у нас void setName, void setAge, да, void setAge, соответственно, там у нас будет int humanAge, насколько я могу понимать, humans, во множественном числе, да, humans, соответственно, открываем реализацию нашего setAge, и сюда по аналогии h равняется human age. Будем передавать. Окей, на 27 строке кода у нас void introduce self, в которой мы никаких параметров не передаем.
Здесь у нас будет только два поля Cout, а я, то же самое, что у нас было, я плюс name, я плюс name, и мне, точка запятой, Cout, опять же, h, лет, and life. Прекрасно, замечательно, великолепно. Так, на 31 строчке кода это закрылось, на 32 открылось это, на 34 у нас с вами... Хорошо, SuitLookKill мы сюда переносим, на 36 строке кода мы создаем объект класса Human. Называем его First Woman. Далее мы обращаемся к нашим... Через оператор выбора полей, да? Мы сначала обращаемся к setName и называем, даем ей имя Ева. Далее через тот же оператор выбора поля возраст устанавливаем 28. И далее мы вызываем еще раз наш метод introduce, ну не еще раз, а вызываем наш метод introduceSelf через оператор выбора поля. Никаких параметров ему, соответственно, не передаем. Опять не пишем здесь return 0, какой кошмар. Return 0, но мы напишем. Вот, соответственно, ну, я думаю, здесь объяснять, соответственно, ничего не надо. Единственное, что здесь у нас добавилось, это конструктор, который мы увидим, когда вот здесь вот у нас будет создаваться объект First Woman. Мы должны увидеть на консоли вот это вот сообщение конструирования объекта Human. То есть, соответственно, сначала мы видим конструирование объекта Human, после этого у нас вызывается вот этот вот метод, и мы увидим, что я Ева, и мне 28 лет. Вот. Я думаю, как-то так должно быть. Все остальное то же самое, что мы и в прошлом листинге делали. Смотрим. Конструирование объекта Human. Вот оно вышло, я Ева, и мне 28 лет. Ну, здесь, окей, все понятно. То есть создали конструктор, чтобы инициализировать сразу наше закрытое поле H. Наше закрытое поле H инициализировали нулем, чтобы не было мусора, как в прошлом примере. И просто для наглядности, что конструктор действительно вызывался через Cout, выписали сообщение конструирования объекта. Сколько у меня опечаток? Это просто ор. Вообще, просто пишите в комментариях. Всегда, когда видите опечатки, у меня опечатки, это, конечно, да. Так, ладно, окей, с этим разобрались, едем дальше. Анализ. В выводе вы видите добавление строки, которая указывает на вызов конструктора. Теперь обратите внимание на функцию main, определенную в 34-41 строках. Вы видите, что первая строка вывода является результат создания объекта FirstWoman в строке 36. Вот здесь вот. На 36 строке кода мы создаем объект класса Human, присваиваем ему идентификатор First Woman и получаем вот этот вот Cout конструирование объекта. Конструктор Human в строках 11-15 содержит конструкцию с выводом в поток Cout. Кроме того, конструктор инициализирует нулем целочисленную переменную h. Если вы забудете установить возраст недавно созданного объекта, то может быть уверены, что конструктор обеспечит ему непроизвольное целочисленное значение, которое могло бы выглядеть правильным. Значение. Если вы забудете установить возраст недавно созданного объекта, то можете быть уверены, в том, что конструктор присвоит нам 0 возраст. Хорошо. Примечание. Конструктор, который может быть вызван без аргумента, называется конструктором по умолчанию, default constructor. Собственноручно создавать конструктор по умолчанию не обязательно. Если вы не создали ни одного конструктора сами, как в листинге 9.1, компилятор предоставит его автоматически. Он конструирует переменные члены класса, но не инициализирует никакими значениями простые старые типы, такие как int. Окей, если мы не указываем вручную конструктора, то компилятор вручную создает конструктор, то есть у него есть конструктор по умолчанию без инициализации объекта. Хорошо, перегрузка конструкторов. Конструкторы могут быть перегружены, как и функции. Таким образом, вполне может иметься конструктор, позволяющий создать объект класса Human с именем в качестве параметра. Например, класс Human Public Human, код конструктора по умолчанию. А ниже мы пишем Human, передаем ему значение string Human's Name, код перегруженного оператора.
Листинг 9.4 демонстрирует применение перегруженных конструкторов при создании объектов класса Human с предоставленным именем. Здорово, то есть можно... Ой, прикольно. Так, давайте, поехали. Все это дело, опять же, мы копируем сюда. Создаем объект класса. String name using, так, все хорошо, это все здесь, на 6 строке кода. В секции private. Секции private у нас, опять же, name типа string и age, в смысле int, в смысле age типа int. Да. Так, хорошо, на 10 строке кода у нас секция public открывается. Про двоеточие не забываем. Далее конструктор по умолчанию вызывается. Так. Конструктор по умолчанию. В него мы инициализируем наше age и выводим out конструктор по умолчанию. Окей. И ниже, на 17 строке кода, у нас есть еще один конструктор. Так же, как функция, да, это перегруженный, наверное, здесь надо написать. Перегруженный, да. И здесь аргументами мы уже передаем тип string и humans name. Human names и human age. То есть в этом конструкторе мы будем передавать и возраст, и имя. Так, соответственно, name наш равен human names, humans name, а наш age будет, нашему age будет равняться значение, которое мы передаем нашей функции human age. Соответственно, далее в cout мы здесь пишем, что перегруженный конструктор перегруженный конструктор создал двоеточие пробел name возрастом age и, соответственно, endline. Хорошо. Так, все. Реализация класса наша закончена. Далее на 28 строке кода мы создаем объект human. Присваиваем, ну, как называем его firstman. Далее. И, соответственно, конструктор... все, я понял. Здесь конструктор по умолчанию. А далее мы создаем объект класса human, даем ему название first woman. И сюда мы уже передаем. Вот у нас есть несколько, получается, выборка, да, какая-то. Не знаю, что вот fonts human, fonts что такое. Но вот здесь, вот если стрелочками по перебирать, у нас есть вот этот вот наш перегруженный конструктор, который говорит, что введи в меня std string humans name и интовый humans age. Вот, соответственно, мы здесь пишем Ева и через запятую передаем еще один параметр 28 лет. И, да, там обычно 20. Помолодела у нас Ева. И это у нас уже перегруженный оператор. Перегруженный конструктор. Оговорочка. Так, хорошо. Так, вот, чтобы все это было ровненько. Балдеж. И опять без ретерна, но мы не забудем. Так, что-то слишком старая песня. Хорошо. Соответственно, что мы сделали, что написали, поехали по коду, создали класс human в закрытых полях, у него есть string name и string age. Далее мы в конструкторе по умолчанию определили конструктор по умолчанию. И в него сделали только инициализацию нашего age и вывод на экран конструктора по умолчанию. А также мы перегрузили наш конструктор, в который мы передаем параметрами наш
human name и human age, соответственно, типов string и типа int. И в закрытые поля наши string name и string age вписываем вот эти вот аргументы, передаем их туда, присваиваем. Соответственно, когда будет вызываться наш перегруженный конструктор, мы еще увидим сообщение, что перегруженный конструктор создал name с возрастом age. И в main мы, значит, создаем просто first main и ожидаем, что мы увидим на экране конструктор по умолчанию. А далее мы увидим, что перегруженный конструктор создал Еву с возрастом 20. Вот такое вот мы ожидаем увидеть. Без ошибок все создалось. Запускаем здесь где-то там, забыл пробел, да, конструктор по умолчанию. Inline забыл после конструктора по умолчанию. Вот так вот. Еще раз запускаем. Конструктор по умолчанию. И перегруженный конструктор создал Ева с возрастом 20. Так, хорошо. Анализ. Минималистичная функция main в строках 2650 создает два экземпляра класса human firstman, используя конструктор по умолчанию firstwoman, перегруженный конструктор, получающий имя и возраст для создания объекта. Весь вывод данного приложения является результатом конструирования объектов. Если бы в классе human не было написан конструктор по умолчанию, то функция main не могла бы создавать объекты иначе. Так. Весь вывод данного приложения является результатом конструирования объектов. Если бы в классе human не был написан конструктор по умолчанию, то функция main не могла бы создавать объекты иначе как с указанием для перегруженного конструктора имени и возраста, что делало бы невозможным создание объекта human без указания имени и возраста. Ну то есть, если мы вот это закомментируем дело, я так понимаю, у нас не будет ошибочка, да? Да. У нас ошибка. No default конструктор, нет конструктора по умолчанию для класса human. Но, опять же, если мы, например, вот это закомментируем, мне кажется, все будет работать. Ну, только вот здесь точку запятой поставим. Да, в таком случае будет все работать, потому что конструктор по умолчанию есть. Но у нас там age и конструктор по умолчанию не будет фразы, что конструктор по умолчанию вызвался, а нет, не запускается. Ну да, вот то же самое. При линковке какая-то проблема происходит. Ну, в общем, понятненько. Понятненько. Хорошо, про конструктор по умолчанию не забываем. Не, так это подожди, так может... Ага. Ладно, окей. Окей, поэкспериментировали, понятненько. Совет. Вы можете решить не реализовывать конструктор по умолчанию, чтобы гарантировать создание экземпляров объектов с определенным минимальным набором параметров, о чем говорится в следующем разделе. Вы можете решить не реализовывать конструктор по умолчанию. Хорошо. Так, класс без конструктора по умолчанию. В листинге 9.5 показан класс human без конструктора по умолчанию, что заставляет создавать его объекты только с предоставлением имени и возраста. Так, хорошо. Поехали. Листинг 9.5. В смысле 9.5? У меня уже 9.6. Я куда-то прыгнул, что ли, или как? Так, стоп, Так. Стоп. Я пропустил что-то... Да, я понял. Так. У меня просто все сместилось. Так, 9.3 это у нас было 41 строка кода. Так, 9.3 сюда. 9.6. 9.4. Как так получилось, что я перепрыгнул? Так, вот. Хорошо. Соответственно, 9.5. 9.5. Невнимательный. Как бороться с невнимательностью? Пишите в комментариях. Без понятия вообще. Абсолютно без понятия. Хорошо. Поехали. Копируем string names. Так. В закрытых полях private поле. Опять же, наше поле string name и int age. Далее секция public секция. Public секции мы... ну так вот, сейчас, кстати, без конструктора по умолчанию.
конструктор string human's name и интовая humans age. Соответственно, name присваивается human name, а age присваивается у нас human age. И cout перегруженный круг создал. Так, cout name с возрастом age. Inline. Окей. Так. Закрывается на 19 строке кода у нас метод нашего класса human_introduce_self, в котором мы пишем cout я плюс name и мне так, cout age лет. Inline. Так, ок. Функции main. Что мы делаем в функции main? Мы создаем опять же два объекта класса human first man. Здесь нам уже нужно сразу же передать имя и возраст. Адам кинул возрасточек. Приходится равнять здесь постоянно, потому что settleCale там некрасиво торчит, но что теперь поделать? Так, ну и соответственно first woman Ева 28. Еву пристарили, да? И далее мы через объекты нашего класса, через оператор выбора поля, обращаемся к методу introduce_self. Ну и у first woman мы делаем то же самое. Оператор выбора поля. Вот такая вот программа. И все это return 0 записываем. Хорошо. Ну, соответственно, здесь у нас нет оператора по умолчанию. То есть, когда мы запустим программу, мы увидим, что перегруженный конструктор создал нашего Адама с возрастом 25 и нашу Еву с возрастом 28. И далее я Адам, и мне 28 лет, ну, в смысле 25, и я Ева, мне 28 лет. Здесь пока все как-то вроде бы окей. Перегруженный конструктор создал Адама, перегруженный конструктор создал Ева. И я Адам, и мне 25, я Ева, и мне 28. Хорошо. Эта версия класса Human имеет только один конструктор, получающий входные параметры типа string int, как видно в строке 11. Здесь вот туточки. Хорошо. Никакого конструктора по умолчанию нет, а при наличии перегруженного конструктора компилятор C++ не генерирует конструктор по умолчанию автоматически. Этот пример демонстрирует также возможность создания объектов класса Human только с определенными параметрами, в данном случае name и age, и невозможность их изменения после создания. Дело в том, что класс Human хранит атрибут имени в закрытой переменной типа string по имени name. К human name нельзя обратиться или модифицировать ее из функции main или любого другого кода, который не является членом класса Human. Другими словами, перегруженный конструктор вынуждает пользователя класса Human указывать имя и возраст для каждого создаваемого объекта и не позволяет впоследствии менять это имя. Весьма неплохая модель реального положения вещей, не так ли? Другими словами, перегруженный конструктор вынуждает пользователя класса Human указывать имя и возраст для каждого создаваемого объекта и не позволяет впоследствии менять это.
Вы получили имя при рождении, людям разрешено знать его, но ни у кого, кроме вас, нет права его изменить. Много ли людей изменили имя? Меняли ли вы имя? Пишите в комментариях. Так, хорошо. Параметры конструктора со значением по умолчанию. Как и функции, конструкторы способны иметь параметры со значением по умолчанию. В следующем коде приведена немного модифицированная версия конструктора из строки 11 листинга 9.5, в которой параметр age имеет значение по умолчанию 25. Класс human private string name int age, паблик перегруженный конструктор, конструктор по умолчанию нет, string int human age приравнивается 25, присваивается значение. Но это понял, окей, да, как и функцию мы можем значение по умолчанию приписать. Хорошо. Adam H имеет значение по умолчанию 25, да, Ева имеет указанное значение 18. Понятно. Примечание. Конструктор по умолчанию — это конструктор, который позволяет создавать экземпляры без аргументов, причем это не обязательно конструктор, который не получает параметров. Ниже приведен конструктор с двумя параметрами, оба они имеют значение по умолчанию, поэтому данный конструктор является конструктором по умолчанию. Так, ниже приведен конструктор с двумя параметрами, оба они имеют значение по умолчанию, поэтому данный конструктор является конструктором по умолчанию. Так, класс human private string name int age, хорошо. Паблик значение по умолчанию для обоих параметров. Ну Адам и возраст. Хорошо. Дело в том, что экземпляр human вполне может быть создан без аргументов. То есть, если мы создаем экземпляр класса human Adam, то он сразу же получает и имя, и возраст. Так, окей. Окей, это понятно. Это понятно, это хорошо. Так, конструкторы. Давайте пройдем конструктор до конца и тормознем на этом, потому что что-то 5:30 время. Так, хорошо. Конструкторы со списками инициализации. Вы уже видели, насколько полезны конструкторы при инициализировании переменных членов. Другой способ инициализации членов — использование списков инициализации, initialization list. Ниже показан вариант конструктора из листинга 9.5, получающий два параметра, но использующего списка инициализации. Int human private string name int age, хорошо, public. Конструктор получает два параметра для инициализации членов age и name. Human string humans. Так, human string humans name int двоеточие name human name age human age. Перегруженный конструктор создал name с возрастом age и другие члены класса. Про вот это вот говорят строку, я не понимаю, что это такое. Таким образом, список инициализации. Это список инициализации. Характеризуется двоеточием после объявления параметров в круглых скобках, за которым идут отдельные переменные члены и значения для их инициализации. Инициализирующее значение может быть параметром, таким как human name, или даже фиксированным значением. Списки инициализации могут также пригодиться при вызове конструкторов базового класса с определенными аргументами. Этот вопрос рассматривается на занятии 10 «Реализация наследования». В листинге 9.6 представлена версия класса Human с конструктором по умолчанию с параметрами, заданными по умолчанию и списком инициализации. Так, ну хорошо, давайте смотреть, что там. Так, это мы дело комментируем. Это мы дело копируем. Это мы дело вставляем. Так, третий окей. Private секция int age, string name. Добавь. Ну, пожалуйста. Name. Так, на 10 строке кода у нас паблик секция. И в ней мы конструктор. Создаем конструктор, в который мы передаем string name, human name, да? Human name. Параметром по умолчанию Adam. И также интовый humans, кстати, да? Humans age со значением по умолчанию 25. Humans. Так, окей. А ниже через двоеточие мы пишем, что наш name
может быть как human name, запятая, а наш age может быть как human sage. То есть мы можем как бы создать... так, тут нету, да, нету точки запятой. То есть мы, я так понимаю, можем создать... то есть это как бы и по умолчанию он нам создаться Адам и 25, а также мы можем еще и передать какие-то сюда параметры, и у нас создаться вот сюда впишется, да? Что-то типа такого. Так, Cout получается перегружен конструктор. Создал перегруженный конструктор у нас, соответственно, name, возрастом age, inline. Так, окей, на 19 строке кода int main set lucky log, human first name, human first man. First man без конструктора как бы по умолчанию, да, а вот наша уважаемая woman, в нее мы передаем значение. Так, где стрелочки там? Показали стрелочки сначала и исчезли. Вот, string std humans, трое. То есть, а четвертый, как бы вот это дело не показывается, но мы все равно сюда передаем Еву. И передаем сюда 20, сколько ей, 18. О, про return не забыл. Return 0. Так, ну понятно, да. Выглядит страшно, конечно, но понятно, что это как бы конструктор по умолчанию есть. Но мы можем еще вот такое дело приписать, и тогда совсем удобно. То есть не надо... Мы как бы, я не знаю, сделали и по умолчанию, и перегруженный в одной штуке, да. То есть мы сейчас увидим, когда мы запустим программу, мы увидим, что наш firstman на месте вот этой 21 строчки кода вызовется наш конструктор, и выведется сообщение: перегруженный конструктор создал Адама с возрастом 25, а позже мы увидим, что перегруженный конструктор создал нашу Еву с возрастом 18. Прикольно. Да. Балдеж вообще. Прям здорово. Интересненько. Так, хорошо. Конструктор со списками инициализации, список инициализации. То есть вот это вот списки инициализации, список инициализации. Конструктор со списками инициализации находится в строках 11-16, в которых можно также видеть, что параметр имеет значение по умолчанию Adam для переменной члена name и 25 для переменной члена age. Следовательно, когда в строке 21 создается экземпляр класса human с именем firstman, его членам автоматически присваивается значение по умолчанию. Экземпляр firstwoman, напротив, имеет явно указанные значения для переменных name и age, как показано в строке 22. Да. Понятно. Можно определить конструктор как константное выражение, используя ключевое слово constExp. В особых случаях, когда такая конструкция полезна с точки зрения производительности, ее можно использовать в объявлении конструктора класс simple, const char sum string, public, const text char string input. Можно определить конструктор как константное выражение. Тяжело. Тяжело и непонятно. Так, ну окей. Давайте на этом сделаем паузу. Как бы, ну точнее, здесь раз не стрим, мы просто закончим этот ролик. Вот, поговорили про конструкторы, прям разобрались с ними. И нормально, может быть, даже так лучше делите эти ролики, поэтому пишите в описании, как вам вообще проще смотреть часовой какой-то видос. Или стримчанский размером в 4 часа смотреть тоже ок. Хотя смотреть, ставить на паузу, понятно, одно и то же. Вот, в любом случае, спасибо, что посмотрели, не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. Если у вас есть желание поддержать канал материально, по ссылочкам в описании, ссылки на Donut Alerts и на, соответственно, Boosty. Вот, если не смотрели предыдущие уроки, а это случайно час посмотрели и понравилось, смотрите предыдущие, по ссылке в описании есть
скажите. Ну, в общем, на плейлист, где-то вот там, да, вот там будет подсказка на следующий ролик, можете отсюда же сразу же переходить. Ну и, соответственно, что еще? Ну и все сказал. Вот, это, значит, у нас большой плейлист «Осваиваем C++ за 21 день», но мы уже выбиваемся, да, из графика. Это уже наше 9-е занятие. Это первая часть нашего 9-го занятия, соответственно, ждите скоро вторую часть 9-го нашего занятия. Но меня зовут Илья, это канал «Изучаем C++ вместе». Любите кодить, все получится. Всем пока.